что 5 ТВ-боксов дороже 100 баксов на зиму и весну 2024 года и про очень интересную ситуацию, которая вообще сложилась на рынке ТВ-боксов дороже 100 долларов. На канале Технозон, поехали! Слушайте, ну для начала, пожалуйста, подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры, потому что очень много интересного у нас в последнее время намечается. А во-вторых, мы на нашем канале, это раз, ссылки в описании под видео на обзоры всех ТВ-боксов, о которых будем говорить, и на проверенных продавцов, это два. А в-третьих, мы начинаем, и начинаем мы с того, что фактически рынок дороже 100 баксов в ТВ-боксах, именно практически из Китая, да в принципе и мировой, он мертв. Он мертв по своей сути. Объясню, когда я совершил одну ошибку. Я, когда тестировал Micool KM2 плюс Deluxe предрелизный образец, мне показался очень хорошим ТВ-боксом, и я, не дождавшись ритейла, выпустил обзор и топ о том, что это, прикольный ТВ-бокс на самом-то деле, а он и так прикольный. Но получилась ситуация того, что мы получили, и ТВ-бокс оказался лютым, недоработанным сырым ТВ-боксом. Я не буду здесь ругаться, я не буду говорить какие-то там нелестные слова, но у него оказались проблемы с Wi-Fi, у него на старте оказались проблемы с Dolby Vision, имеется в виду и с HDR, с адаптивными. Конечно, это уже пофиксили, но проблемы с Wi-Fi есть, проблемы с геймпадом есть, хотя вот учитывая его скорость по Wi-Fi, учитывая его скорость там, в 1000 мегабит, учитывая то, что он проигрывает и Dolby Vision, и Dolby Atmos, и у него есть Netflix сертификация, то это был, знаете, такой лучик света на хорошее сертифицированное устройство, с учетом того, что его сделал Skyward, а не на самом деле Micool. Именно тут думаю, больше 100 баксов будет нормально, классно, вот наконец-то мы там получим какого-то лидера. Оказалась полная шляпа. Поэтому он у нас пока в не топ, пока дорабатывают китайцы, доработают ли, должны доработать. Когда-нибудь доработают. Поэтому пока не покупаем, к сожалению. Вообще, если задать в поиске ТВ-бокс и выбрать там дороже 100 баксов, то мы здесь с вами увидим огромное количество каких-то ТВ-боксов и всех абсолютно знакомых. И если, вот знаете, все уже привыкли к тому, что там обычно в топе. А из нетоповых у нас там получаются какие-то сумасшедшие модели, там какой-то медиаплеер 184 бакса, супер консоль X5 Pro на 2 монитора, на Rockchip 3588. Без Dolby Vision, без сертификации. Для чего он нужен, никто не понимает. То же самое, тот же самый H96 Max V58. Они поняли, что на нем работает PS2 эмулятор. И, честно говоря, знаете, задрать цену в 238 баксов, это на бокспуте, кстати, это уже просто нонсенс. На Rockchip. Либо вот эти вот Micool Now K2, куда нельзя устанавливать сторонние приложения с камерой. И, допустим, тот же самый, где-то у нас был Micool, еще такой в виде колонки. Еще та фигня, но она сертифицированная, но здесь опять же нет у нас нормального Netflix, нет у нас нормального какого-то, нормальной сертификации, просто Android TV сертифицированный. И за что тут платить вообще никто не понимает. Я не говорю же там о югусах на Rockchip 3568 какие-то мертворожденные, или же там, допустим, на X96, X9, на X922X процессоре, хотя на него есть нормальная прошивка, но за 117 баксов он уже не нужен, потому что есть ТВ-боксы дешевле на более новых процессах. И мы подбираемся с вами к фактическому топу 5. Это на пятом месте у нас X96, X10, который стоит 101 доллар. То есть, если там X96, X9 на S922, то здесь на S928XJ, на которой есть прошивка Slimbox. Я не знаю, обещали, я вам объясню. Мне начали писать, что вроде как завезли процессор с Dolby Vision, но у меня прямого подтверждения нет. Вы напишите мне, кто уже купил и получил такую штуку с Dolby Vision. Если у кого-то есть, потому что у меня, я заказывал еще раз, но у меня пришел опять с HDR и опять без Dolby Vision, хотя и на него есть классные прошивки за 101 доллар. Поверьте, с HDR 10+, на Logic S928X, на прошивке Slimbox, это обалденный вариант. Обалденный. Но был бы Dolby Vision, вообще топ-1 был бы.
Дальше у нас Yugus X4Q Extra. Ну, здесь мы видим, вот, 125 баксов. Дорого. Я вам скажу, дорого. Да, прикольный бокс. Да, 1000 мегабитный LAN. S905X4J с Widevine L1, который, блин, выводит Dolby Vision 5-8 профиль, имеет хорошую формулу памяти 4/128, давайте разверну здесь, 4/128, но, блин, но цена, вот стоил бы он хотя бы там $90, 80, до цены б ему не было. И он на 4-м месте. То есть это Yugus знают все. Это очень знаменитые китайские ТВ-боксы, да, без сертификации. Но у них одни из самых интересных прошивок. Если, допустим, остановиться на какой-то стабильной прошивке, но обычно чем недовольны люди? Вышла новая предрелизная прошивка, я установил там какие-то проблемы. Чего вы ставите эти предрелизные прошивки? Ставьте стабильную и сидите, смотрите кино. ТВ-бокс для просмотра кино, а не для того, чтобы постоянно мыкать те прошивки. Прошивальщики. 4-е место. Отличный вариант. Смотрим обзор. Кстати, на X96, X10 тоже можете посмотреть обзор. И вот это вот нормальный вариант. А вот теперь тут у меня пошел разрыв шаблонов. 3-е место Yugus AM6B+, 152 бакса. И я вам могу сказать сразу, даже без зазрения души, что на 1-м месте стоит там Yugus AM8 Pro. Даже простой я убрал, сейчас 8/64. То есть прошка стоит 203 бакса, простой стоит 189, но я вам честно скажу, вот для себя, это я-то основываюсь еще и на ваш экспириенс, скажем так, я бы AM6B Plus вообще ставил бы на 1-е место. Android 9 отточенный уже, там до не могу, вылизанный, с поддержкой Dolby Vision, да, это опять же чистый Android. Но его уже настолько доработали, и он настолько стабильно работает, что вот на 1-е бы место поставил, ты включил его и забыл про него. Да, нет AV01 кодека. Для чего он вам на несертифицированном ТВ-боксе? Массовые торренты есть на AV01? Нет. Есть нормально работающий бокс 4/32 с 1000 мегабитным LAN, с обалденным 5 ГГц Wi-Fi, с мощным процессором S922XJ от AM-Logic. В пробросе у него есть Dolby Audio до Atmos, в пробросе есть у него до DTS-X, включая DTS HD Master Audio. В различных плеерах можно использовать. Это просто шикарный ТВ-бокс, на котором можно еще и поиграть во что-то. Да, они говорят, что там можно поиграть в танки, он забанен в танках по текстурам будут черные текстуры. Но поиграть, допустим, какие-то там Android игры в PUBG, тот же самый мобайл с геймпадом через маппер можно запросто. На 2-м месте у нас серия Zidu Z9X Pro и Zidu Z20 Pro 4K. Ну, тут я вам скажу, я бы их ставил там 3-4 место, несмотря на мою особую любовь к Zidu, цена в 364 бакса за Z-ку за 20-ю, это просто какой-то нонсенс. $364. Извините меня, за 364 бакса можно машину в Европе, убитую взять. Такой какой-нибудь там старый Ford Fiesta старый и ездить. А здесь ТВ-бокс, да, вы можете поставить туда 3-5 дисков. Тут вообще вопросов нет. Там есть SATA интерфейс. В нем есть обалденные выводы звука. Там HD Master Audio, DTS-X, Dolby Audio, Dolby Atmos. У него есть Dolby Vision 5-8 профиль. У него есть обалденный каталогизатор. У него есть там все задатки для того, чтобы через SAP выводить классный звук. То есть это действительно мощный медиаплеер с обалденной сочной картинкой. Но цена, я предпочитаю из этих двух моделей, у них разницы практически нет, кроме того, что здесь внешний SATA интерфейс и нет вот этого, скажем так, бэя для подключения диска, то есть вам его не надо никуда засовывать. Вы взяли здесь SSD-шечку рядом, приткнули ее и будет работать. Вот этот вот мне нравится больше. У него, во-первых, формула памяти 4/32, и слава богу, наконец-то Zidu вернулись к этому моменту, вернее, пришли к этому моменту, что 4/32 надо. Это процессоры Realtek RTD 1619 BPD, у них есть аппаратное декодирование вот этих вот самых Blu-ray диск меню. Это тоже немаловажный факт. Меня спрашивают постоянно. Небезызвестная технология VS10, которая конвертирует Dolby Vision в SDR, SDR в Dolby Vision, в HDR в Dolby Vision, Dolby Vision в HDR, Dolby Vision, там HDR в SDR и наоборот. Улучшает вот этот вот процессинг VS10, очень классная тоже тема. Но опять же, Z9X тут просто стоит $250. Уж извините меня. Но, если бы у меня стал вопрос, давайте так, на чистоту, стал вопрос между Yugus и Zidu,
Я бы взял бы Zido. Да, я бы взял бы Zido. А если вы спросите, что использую я могу вам сказать, я использую Xiaomi Mi Box S второй ревизии. Вот серьезно вам говорю. Xiaomi Mi Box S второй ревизии. И те, кто видел там мое видео про аудиоэкстрактор, они видели, что у меня там как раз и был Xiaomi Mi Box S второй ревизии. На первом месте, да, стоит у нас почему-то по вашим отзывам, за что вам так он полюбился этот Югус AM8 Pro. Именно AM8 мы пока не рассматриваем, потому что практически то же самое. Если уж платить какие-то деньги, то за 8 на 64, хотя я не понял, зачем нам 8 на 64 в Югусе. При том, что там нет 64-битной операционной системы. При том, что там, да, можно адресовать 8 бит, там ядро 64 бита, но дальше 64 бит приложения вы не поставите. И у вас просто 8 на 64. Да, мощный проц, да, выводит Dolby Vision. 4К 120 Гц пока что номинальные, пока M-Logic не исправит декодеры. То есть, да, вы можете включить 4К 120 Гц, и вы должны будете включать автофреймрейт, и при просмотре фильма он все равно будет переключать на 4К 24 Гц, для того, чтобы у вас не было такого раздвоения экрана, хотя уже вроде как пофиксили, не следил особо. Но TV-Box мне понравился. Я в своем обзоре, вот вы можете пойти посмотреть, я на нем запилил мини-NAS для себя, у меня автобэкап NSYNC стоит, и у меня из телефона все выгружается автоматически напрямую прям в TV-Box, к нему подключен SSD-диск большой, и все просто туда качается, где бы я ни был. Я сделал таким образом, что оно выгружается просто-напросто постоянно. Очень классная тема на самом-то деле. Да и кино посмотреть. Но чересчур большая производительность. Очень крутой Wi-Fi. Большое количество портов USB 3.0 дает нам возможность организовать конкретно такой мини-домашний сервачок. И, конечно же, вот эти вот все боксы, которые мы с вами рассмотрели, они тянут, ну, кроме Zido это для офлайн просмотра. Они тянут отлично любые, скажем так, раздачи через Matrix, но при условии, что там есть раздающие. А в последнее время раздающих-то там нет нормальных. В общем-то, ребят, я свой топ сказал, за Микул уж простите вы меня, ну такая ситуация получилась. Не очень не очень приятная, я выпустил честный обзор на Микул потом, когда получил его в руки. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон, пока.